Ну что ж, всем привет, вот, да, я наконец-таки вернулся, знаю, что прошло очень много времени, почти 2 месяца. Хотя я сказал в предыдущем видео, как говорится, да, облажался. Сказал, что видео будут каждые 10 дней примерно, я буду стараться выпускать так, но произошло очень много событий сразу после того, как я рассказал. Через дня 2, наверное, мы узнали, что нам придется покинуть ту квартиру, к счастью, и переехать в другую, где, собственно говоря, сейчас снимаю. Но переезд занял достаточно много сил, времени. Потом приехали, раскладывались, все там материалы и так далее, что в кладовку запихнул. Главное вещи, главное обжить хоть немножко квартиру, так как говорится. Вот. Потом появилась работа выездная вне города, начали кататься туда рано утром, потом поздно вечером, почти под ночь уже приезжали, там часов 10 обратно. Соответственно, не было вообще времени на съемки какие-либо. И к тому же, чтобы снимать, надо было разобраться в материалах, потому что все действительно просто как приехали, сразу скидал все это в кладовку, так это все и лежало. Потом, вообще с ночевкой начали там оставаться на этой работе. Потом работа закончилась, и появился такой стресс, моральный упадок, потому что столько всего нового, и вот ты опять без работы сидишь. И добило все это, ну я уж не буду говорить, там особо впадаться в подробности, смерть, так скажем, родственников. И поэтому, в общем, все как-то, не знаю, странным образом легло на весь процесс творчества. Сейчас будем потихонечку возвращаться, не скажу, что я прям вышел из этого всего, судя по маске, да, вот такую легенькую, простой вариантик мы сегодня будем делать, просто все, что под руку действительно попалось, самое первое. К тому же я снять решил, это просто мне товарищ скинул ролик, где девушка сидит с маской своего лица, можно сказать, с полумаской, примерно такой же, только белый. И типа, как это сделать, кто знает, ну, я решил принять вызов. Вот. Ну что ж, в принципе, на этом все. Надеюсь, что я хоть немножечко оправдал свою пропажу. Надеюсь на вашу поддержку, на понимание. А так как я ее уже сделал, я пойду какао попью, а вы смотрите. В отличие от стандартных моих работ, для этой понадобится совсем немногое. Это ведро, в котором мы будем замешивать наш гипс, сам гипс, соответственно, и бинт любой медицинский, или, как в моем случае, обычная марля. Ее я порежу на маленькие лоскутки. Затем я немножко насыпаю гипса в ведро, примерно с килограмм. Килограмм гипса стоит рублей 12, где-то так. Это очень дешевый материал, поэтому доступен каждому, я думаю. Покупать его можно в любом строительном магазине. Немножечко его разбавляю с водой, даже не немножечко, а чуть пожиже, чтобы он был. Перед основным действием желательно смазать лицо растительным маслом, чтобы потом гипс легко сходил. Ну и вот самое главное. Берем наши кусочки марли, макаем их в наше ведро с гипсом, очень хорошо пропитываем, чтобы прям полностью он был мокреньким, и клеим себе на лицо. Так вот, слой за слоем надеваем. Аккуратнее будьте, не заделайте себе ноздри, потому что нечем будет дышать. Желательно иметь ассистента, чтобы кто-то вам помогал, не сами, чтобы вы это делали, потому что, ну, это так будет качественнее. Вот у меня, например, с носом будут проблемы в дальнейшем, там нехорошо отлился нос, пришлось наращивать шпаклевку. Ну и вот так же, как я делаю на видео, делайте точно так же. То есть после нескольких слоев берите самую длинную марлю, кусок, надевайте его на лицо также и завязывайте сзади, чтобы как бы сдерживать и приплюснуть слой впереди. Буквально через минут 5 после последнего нанесенного слоя вы можете снимать всю эту конструкцию своего лица, не боясь, что она треснет или сомнется. Гипс очень хорошо застывает и очень быстро. Ну и вот непосредственно переходим к созданию самой маски. Для этого смазываем нашу формочку растительным маслом.
Затем переходим к технике папье-маше. Это берем, конечно же, клей ПВА строительный, любой клей ПВА в принципе. Нарезаем маленькими кусочками бумагу, смазываем ее клеем ПВА, макаем прям туда и крепим к нашей форме. Так вот слоя 3 делал я. Естественным путем маска будет сохнуть 1,5 дня примерно, поэтому небольшой лайфхак для всех. Берете гипсовую вот эту формочку вместе с маской и прогреваете ее на газовой плите. Аккуратненько под вашим присмотром, ни в коем случае ее не оставляйте, потому что бинт начнет гореть. Аккуратненько просыхает и все. Сразу после того, как засохло все это дело, я достал ножом, то есть примерно через 1,5-2 часа после того, как все было сделано, я достал уже маску. Затем, после того, как вы его достали, немножечко можно просушить чуть-чуть прям на газовой плите, потому что передние слои не в масле. После этого срезал лишние углы, выровнял их и, конечно же, начал шпаклевать. То есть немножечко шпаклевки для ровности. Ну что ж, как всегда у меня происходит, запись прервалась почему-то, фотоаппарат, как всегда, тупит, но это ладно, неважно. Что я сделал? Шпаклевка высохла, получается, я ее немножечко зашкурил и смочил водой, то есть проглазил аккуратненько губкой, чтобы более приятно было на ощупь. Также добавил здесь рельефа, то есть здесь чуть побольше нарастил шпаклевкой, здесь чуть поменьше, чтобы было хоть немножечко как-то с задумкой. Как видите, у меня нос все-таки также закосячен, не смог я его выровнять, но надеюсь, у вас, если был ассистент, все-таки вы смогли нормально нос отлить. И отметил небольшие точки, где буду проделывать дырки, чтобы можно было дышать. И обязательно сделать небольшие дырочки во рту, потому что если вы будете разговаривать, то звук очень будет глухой. Делать я все это буду обычным дремелем. Ну что ж, поехали. Впоследствии я выяснил, что этих дырочек маловато, поэтому расширил их большой насадкой. Немного заровнял еще дремелем, немножко сделал акценты на края, на какие-то частички. И приступил к покраске. Не попало в кадр, как я загрунтовал это белой краской сначала, а потом уже начал красить на чистовую металликом. Обычный хром. Дал хорошенечко маске высохнуть и лишь на следующий день продолжил работу. Продолжил как? Достал колер самый обычный, черный, можно гуашь, можно что угодно. И начал немножечко затирать вот эти царапины, какие-то углы, а затем растер их ватным диском. Ну а дальше все просто. В проделанные заранее отверстия протянул нитки для того, чтобы держалась маска на лице. И в отверстие для дыхания приклеил небольшие участки медицинской маски. Ну а на этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр, за вашу поддержку, за то, что все еще со мной. До новых встреч!